Привет, Лиза. Привет, Диана, очень рада тебя видеть, очень рада, что ты меня пригласила сюда, на эту честную беседу, поболтать обо всем. Как тебе в Дубае? Сразу прилетела и залетела на подкаст. Ой, да, ты знаешь, я приехала 3 дня назад, и за эти 3 дня у меня много всего произошло. Мне сделали предложение, я до сих пор в шоке от этого. Ты позвала меня на подкаст, помимо этого у меня есть некоторые проекты, которые я реализовываю, и, конечно, я все еще пытаюсь немножечко отдыхать в параллель, чтобы приехать в Москву, в зимнюю серую Москву и не сойти с ума. Поэтому Дубай, как всегда, встретил очень высоким темпом, импульсом и классной погодой, солнышком. Короче, я в кайфе. Кайфуешь. Во-первых, спасибо тебе за то, что ты пришла на подкаст. С тобой мы снимаем, кстати, первый выпуск, где я интервьюирую уже своего гостя на подкасте. До этого у нас были просто пару выпусков знакомства со мной, с брендом I'm Brands, про что мы будем здесь разговаривать вообще с нашими гостями. И концепция нашего канала заключается в том, что мы привлекаем ребят, которые сделали себя сами, которые развили свои личные бренды, которые развили бренды своих компаний, и задаем им интересные вопросы, каково оно вообще, то есть какой этот был путь, с чего ты начинала, что тебе помогло, что тебя разбивало, ты собиралась куски, трансформировалась вообще и стала тем, кем сейчас есть, и вообще какие у тебя в будущем планы. Расскажи про себя, ты блогер. Да. Наверное, еще год назад я бы сказала, что я блогер, что я артист, что я танцор. Но сейчас я могу смело сказать, что я блогер, я диджей профессиональный, я также артист. Наверное, уже мне можно представить титул актрисы, потому что у меня за плечами есть съемки в фильме. Об этом, я думаю, мы тоже попозже поговорим. Ну и первостепенно я, конечно, блогер, потому что свою деятельность я начинала именно с блогерства, с развития блога, своих социальных сетей. И в этом плане я себя чувствую как рыба в воде. Я очень уверена в своих знаниях, в своем бэкграунде. Не считаю блогерство своим хобби, но при этом считаю, что моя работа является хобби. Поэтому я ни одного дня в своей жизни не проработала, знаешь, как есть фраза, что вы ни одного дня в своей жизни не проработаете, если будете заниматься любимым делом. Вот это про меня. Я безумно счастлива, что несколько лет назад я решила пробивать эту стену, идти к цели, становиться блогером, и не сдалась, несмотря ни на что. Но все, что параллельно со мной происходит, диджеинг, съемки в фильме и так далее, это все вытекает из, наверное, моего личностного роста, к которому я стремлюсь, и к желанию быть разносторонним человеком, который каждый год становится лучше, интереснее и открывает себя с новых сторон. Сколько у тебя сейчас фолловеров в Инстаграме? Сейчас, на данный момент, по-моему, 915, и от меня отписалось 2000 буквально вчера, когда я выложила фотографию, что меня позвали замуж. То ли еще будет, когда ты выйдешь в свадебном платье. Я надеюсь, что тот момент мы немножечко обыграем по-другому, и все как бы будет окей. У меня есть на это определенные планы, но можно сказать, я тот самый человек, который долго шел к 1 миллиону подписчиков. Я к нему пришла, и я его потеряла. Очень грустно мне было тогда, я с болью смотрела на эту цифру, но последнее время я решила отпустить вообще любые цифры у себя в голове, просто делать то, что мне хочется, то, что мне кажется правильным, и не загоняться насчет статистики, насчет цифр, насчет анфолловинга вот этого. И это действительно дает свои результаты. Потому за какой период времени 1 миллион случился? Слушай, 1 миллион случился очень быстро, именно 1 миллион, но то, как я шла к этому 1 миллиону, это отдельная история, потому что в моей сфере, на протяжении всего моего пути у меня было, наверное, 3 цикла такого подъема и столько же циклов некой стагнации. Когда я начинала вести свой блог, я очень долго шла до 10 тысяч подписчиков. Очень долго. Я покупала рекламу у разных блогеров, всаживала туда деньги и как раз-таки делала много ошибок, потому что у меня не было никакого менеджера по рекламе, я не понимала, на какие характеристики страницы блогера мне стоит обращать внимание, и просто сливала бабки, знаешь, вот просто вот в тартарары. Я на тот момент работала репетитором, и все, что я зарабатывала, я вкладывала в блог. Я как сейчас помню, мне моя подруга говорила: зачем ты купишь рекламу за 3000 рублей, это так дорого. Но я всегда верила, что это не просто так. И все же в итоге
выросла я не из-за покупки рекламы, не на гивах, не на закупах, а органически. И вот как раз-таки первый мой скачок был, когда я пробила цифру в 10 тысяч, мои видео начали вируситься, и я таким образом дошла до 400, по-моему, тысяч. Вот скажи, пожалуйста, тем людям, которые думают, что сейчас они будут неделю выкладывать каждый день рилс, и они получат просмотры. Так ли это? Нет. Если Сколько нужно выкладывать времени? Да пока не выстрелит. Вот у меня есть знакомая, она даже специально вела статистику, и она подсчитала, что ей пришлось выложить 140 рилсов до момента, пока какое-то видео не начнет попадать в рекомендации. И после того на 141-м видео она получила просмотры, и все следующие ее видео начали также набирать. И мне кажется, что тут вопрос на самом деле не в статистике того, сколько тебе нужно сделать видео, просто в какой-то определенный момент ты понимаешь, как нужно снимать и что заходит. То есть ты, когда долбишься в одну дверь, ты ее точно откроешь, потому что она как минимум сломается. И эти люди, которые постоянно снимают и выкладывают, дело даже не то, чтобы прям в супер регулярности, хотя про нее нужно помнить, но просто нужно понимать, что людям будет интересно смотреть. То есть видео, как у нас обычно, должна быть либо какая-то польза, либо это должно быть какое-то развлечение, либо мотивация пересмотреть это видео для того, чтобы алгоритмы его так, типа, приподняли. Вот. Или какой-нибудь байт на комментарии, да, чтобы активность себе повышали. Мне сейчас пришла такая мысль в голову, что те люди, которые вот они первично хотят стать популярными или за счет своего сильного личного бренда развить свою компанию, к примеру, их, грубо говоря, социальные все сети, они дают какой-то фильтр, сможешь ты это сделать или нет, потому что у некоторых людей нету внутри регулярности, то есть они не умеют делать что-то регулярное. Все-таки блог Да, это действительно 100%. про то, что ты должен, окей, не каждый день, но ты должен посвящать этому делу постоянно свое время на регулярной основе. И второй момент, если как бы тебе не хватает креатива, и у тебя нету хорошего высокого уровня насмотренности, то тут тоже как бы не выживешь в этой среде. Это правда, но мне тяжело. кажется, что все-таки стремление, упорство и труд, вот они все перетрут. Да, это самое важное. Насмотренность, она разовьется. Ты будешь понимать, все-таки все мы скроллим рилсы, мы все понимаем, что плюс-минус сейчас в тренде. Как понять, что в тренде? Спроси у своих друзей, что они смотрят, что их больше всего цепляет. Самый такой банальный опрос целевой аудитории своей и просто узнать, что им нравится. Спросил, на этот ответ взял, записал ролик, все, получил уже некую вовлеченность. Но тут действительно, как ты сказала, важно упорство и вот это стремление не сдаваться, потому что все почему-то к этому относятся. Просто, я не знаю, как погулять, сходить, все. Ты взял камеру, снял рилс, сделал там 10 рилсов, выложил всю неделю эти рилсы, они не зашли. Да-да-да. Посмотри, что ты выкладываешь. Это невозможно смотреть. Тут не хочется лайкнуть, тут не хочется пересмотреть. Конечно, это не заходит. Окей, ты сделал неделю потрясающих рилсов. И хорошо, продолжай их делать, чтобы люди, они, как же, вот это потребительское поведение работает, они же, когда с первого раза они что-то видят, они сразу не понимают, если это не супер-вау что-то, что их внимание, вот это завладеет их вниманием. Им нужно несколько раз, услышать трек для того, чтобы он им понравился. Им нужно несколько раз увидеть твои качественные, клевые видео для того, чтобы понять, что за тобой теперь нужно смотреть. А то жил Володька, который раз в год выкладывал какую-то историю, залетел в Инстаграм, собрался с духом, а все. Как бы люди, он понял, что ему нужно вести Инстаграм, но люди этого еще не поняли, и он им не объяснил, что его нужно смотреть. Вот сейчас теперь он блогер, теперь за ним можно наблюдать. Я знаю, что у тебя была школа, где ты помогала ребятам вести блог, да? Да. Расскажи об этом. В общем, да, у меня была школа, как была. Наверное, можно сказать, что она и сейчас есть. Нет такого понятия, что я ее закрыла, распустила. Я просто остановилась, взяла паузу. Объясню, почему. Вообще, если начиная с самого начала, почему у меня появилось желание уйти в это направление, в инфобизнес, как сейчас это все называют, потому что все равно то, чем я занималась, это онлайн-школа, это все равно частичка инфобизнеса там присутствует, потому что я через Инстаграм продавала свой продукт. Действительно, когда пошел вот этот тренд на обучение, мне кажется, это прям именно тренд, потому что этим начали заниматься абсолютно все, опять же, думаю, что это очень просто. Это вот
очень большое заблуждение, которое нам навязывает Инстаграм, что это так просто. Вот просто вот берете, делаете свой продукт и продаете, и все покупают. Да охренеть, я никогда в жизни так не уставала, как за эти полгода, когда я этим занималась. Тут есть, конечно, нюанс, то, что я это все делала сама. У меня не было ни одного продюсера, у меня не было ни одной... Короче, никакой вспомогательной руки, кроме моего молодого человека, он занимался юридическими документами по этому вопросу, всякими договорами, разборами с юристом, там, с нотариусом, с бухгалтером, оформлением, чтобы это все было правильно сделано. Вот, у меня был отдел продаж, у меня были кураторы, у меня был монтажер, у меня был, естественный методолог, потому что собрать всю эту информацию, которая есть у меня в голове, может только человек, у которого есть методологическое вот это вот... Структурное мышление. Именно. Произвольная команда, которую я сама собрала, и вот мы так плыли. Почему я решила этим заниматься? Да я очень долго уже веду свой блог. Уже пошел 5-й или 6-й год. И я действительно, так сказать, self-made блогер. У меня никогда не было какого-то легкого хайпа, у меня никогда не было быстрого роста, ну, за исключением, вот как до миллиона я дошла, мы перескочили с этой темы, тогда на меня за 3 месяца подписалось 400 или 500 тысяч человек, и я прям доросла 50%. До миллиона, да. Я поняла, что мне есть что рассказать людям, и я умею работать с брендами, я умею создавать контент, почему бы мне не передать свой опыт людям? Ну вот почувствовала эту потребность. Пыталась работать с первыми продюсерами. Ко мне, кстати, много людей приходило, и вот эта вот классика. Вот вам миллионы, все, золотые горы, нужно работать с нами, мы тебе все сделаем. Я вообще не про это, я это не люблю, я сразу всем говорила нет. Попыталась поработать с 2 разными продюсерами, вообще ничего не получилось, с последними вообще очень плохо разошлась, прям поругались мы перед Новым годом, и в конце января думаю, все, а зачем мне кто-то, я буду делать сама. И начала делать первый поток своего обучения самостоятельно. Набрала учеников, у меня было ограниченное количество мест, потому что я боялась ответственности, я боялась набрать много народу, и я прям выделила, говорю, вот у меня 30 мест, вот у меня 30 человек будет, я буду с ними работать, и все. Это, кстати, тоже было ошибкой, потому что, ну, в общем, объясню почему. Все прошло супер. То есть все девочки, которые у меня учились, они, никто не оставил ни одного, короче, у меня нету ни одного негативного отзыва. Все в восторге, все пишут мне до сих пор слова благодарности. Кто-то нашел работу, кто-то переехал из другого города, кто-то начал заниматься любимым делом в декрете, кто-то просто для себя начал вести блог и получать просмотры. Таких, кстати, тоже очень много. У кого-то был там 1 миллион просмотров, 2 миллиона. И мне все писали и говорили спасибо. Благодаря этому как бы мы были замотивированы, у нас были инструменты, и все было классно. То есть все прошло супер, за исключением одной очень важной вещи. Так сказать, корабль не может плыть, когда у него болеет капитан. И я заболела эмоционально, потому что я отдала слишком много энергии. Вот, это возвращаясь к тому, почему проблема в 30 учеников, это была проблема. Из них у меня еще 5 было на ВИПе. Я так сильно отдавалась в каждого ученика. Это вот проблема того, что их было мало, и то, что я делала все сама. Я просто была погружена в каждую девочку, и из-за этого переживала очень сильно. Ну, то есть это первые мои ученики, и вдруг я их подведу. После этого у меня было суперсильное опустошение, и как итог, я же не набирала много учеников. И, естественно, у меня заработка не было вот такого вау. То есть я с рекламных проектов зарабатывала гораздо больше, а тут я полгода пахала ради этого, чтобы типа получить просто какие-то копейки. Я толком ничего не заработала с этого. И я просто сижу и думаю, вот это я подписала себя на какую-то хрень. Ты плохой инфобизнесмен, потому что инфобиз — это поставить просто... кстати, максимальную, сейчас все максимальную стоимость ставят за какой-нибудь говнопродукт, где этого человека в принципе нет. Его ответственность, она снижена к нулю, да. Да, я в целом живу по другим принципам. У тебя принципы другие, да, не подошло. Это как бы, наверное, мое сильное качество, но и моя слабость. И с онлайн-школой было то же самое. Вот. После этого я поняла, что, как-то что-то нужно уходить отсюда, пока не поздно. Просто оставить это в стороне. Вот знаешь, как вот больно тебе жопой сидеть на гвозде, встань и отойди, пока не заживет. И я вот так же, знаешь, потом это... сядешь, да, потом обратно можно сесть, но желательно гвоздь вытащить. Вот. И я
мне очень жаль, потому что у меня до сих пор лежат эти записанные уроки, и они, правда, очень крутые. То есть их не так много, но они все такие целенаправленные. Но действительно, вот человек, который с нуля нифига не понимает в Инстаграме, но хочет очень вести свои соцсети, вот он это все посмотрит, пройдет, и у него будет четкое понимание, он начнет действовать, у него будет получаться. Но я решила это отложить, и для меня это было больно. Ну, то есть это все равно для меня было неким поражением, а я поражение очень с трудом переношу. И из-за этого я снова ушла в апатичное состояние. Прям выгорела сильно. У меня на работе, по работе, по моей основной блогерской начались траблы, потому что когда у тебя полгода идет прогрев, твоя аудитория очень устает от того, что ты постоянно твердишь про это. И я просто вынесла свою аудиторию, они все очень устали. Рекламодатели и все, с кем я работала, они такие, Лиза, она сейчас там в обучении в своем. Прогревает Плюс я была, аудиторию, да, она другое. Плюс я была очень нервной весь период, потому что я же сама все делаю. У меня день проходил так, я в 8 утра открываю глаза, открываю компьютер, просто, извините, не сравши, не жравши, начинаю вот это вот все делать, разбирать все рабочие чаты, делать программу на созвоны, разборы, туда-сюда. И просто в 10 вечера я вот так вот его закрываю и вот так ложусь спать. Ни общение с молодым человеком, ничего. Я не знаю, как он меня вытерпел в этот период, потому что... Смотри, женился. Да. Все нормально. И это смешно, потому что он был со мной в этой лодке, он меня поддерживает, он всегда меня во всем поддерживает, и тут эта ситуация не была исключением. Но он насмотрелся, как я мучилась, и какой нервная я была, и когда я что-то второй раз зарекнулась, говоря ему, что, может, зря мы это все закончили, он такой, подожди, я пока даже слышать про это не хочу, вот сейчас посмотри на себя и посмотри на себя тогда, это два разных человека, давай пока что повременим. На этой волне, собственно, я приостановила все это детище, и дальше... Как бывает в этой жизни, просто какая-то судьба. Грустная, в расстройствах, начала думать о том, что мне сейчас нужно найти какое-то новое дело, которое меня вытащит из этой депрессухи, иначе все, я пропаду, иначе все, потому что я плакала целыми днями, я лежала так в потолок, смотрела, я не понимала, про что я, зачем мне вести блог, вообще кто я такая, кому я нужна. То есть я прям очень сильным самокопанием занималась. И, думаю, что я хочу делать? Диджеинг. Давно хотела им заняться. А я в целом люблю ходить на тусовки. Вот. И начала просто искать в интернете школу диджеинга рандомно. Нашла школу диджей-грува. Такая, окей, погнали. И все. И все. И просто в этот момент на меня падает это дело, которое меня вот так вот потихоньку вытаскивает из этого отвратительного состояния. Сколько ты уже этим занимаешься? Ты знаешь, всего полгода. То есть 6 или 5 месяцев даже. Ты же уже где-то играешь. Да. Класс. Мало того, я езжу уже по разным городам, у меня гастроли, и недавно я играла в своей первой стране, в Армении. Я считаю, что, объективно, это очень быстрый результат. А как ты выходишь? Ты просто пишешь клубам, я хочу поиграть у вас, или они тебя сами приглашают, говорят, Лиз, классно ты играешь, приходи к нам? Да. Да? Да. Второй вариант. Тут на меня, наверное, работает неким образом личный бренд, потому что, когда я сюда приехала в Дубай, я хотела очень поиграть в Дубае, правда. Вот у меня прям цель была поиграть в Дубае. Я писала несколько клубов, но для Дубая я, видимо, еще немного зеленая, и они не очень, откликнулись. Один клуб откликнулся, он сказал, это будет стоить $5000, чтобы ты у нас поиграла. Я такая, вот оно что. Я, еще приехать и еще заплатить $5000, чтобы поиграть. Думаю, спасибо, не надо. А так вообще, да, как только я начала заниматься этим делом, это вот на самом деле вещь, которую я бы посоветовала абсолютно всем научиться так делать. Я когда куда-то иду во что-то новое, я не стесняюсь это рассказывать и показывать, вне зависимости от того, сколько у меня подписчиков. Понятно, что блог — это моя работа, но я это советую абсолютно всем, потому что даже малые блоги, кто ведет свой личный блог, сейчас соцсети — это наше все. Соцсети — это твоя визитная карточка. Если ты не умеешь с ней работать, о тебе никто никогда не узнает. У нас люди черпают инфу только из соцсетей. Так вот, я начинаю заниматься новым делом, всегда начинаю об этом рассказывать и свой путь транслировать. И поэтому так сложилось, что после того, как я месяц всего занималась диджеингом, играла,
на студии только с преподом. Меня позвали играть на мероприятие спустя месяц игры. Просто это выкладывала в сторис, показывала, Да, ребят, что- смотрите, я этим занимаюсь. Да, я начала заниматься диджеингом, мне это очень нравится, вот у меня тут получилось, вот тот. И мне пишет девочка, моя подружка, говорит: Лиза, у нас мероприятие, у нашего маркетинг-агентства будет день рождения. Может быть, мы, тебя пригласим как диджей, это будет твой дебют, там будут классные гости. Я, естественно, испугалась, у меня руки затряслись. Я пишу своему преподу, говорю: что мне делать? Меня позвали играть. Она такая: конечно, идти. Я думаю, ну да, логично, конечно, идти. И вот я отыграла, это было супер. Естественно, были свои косяки и нюансы, но все прошло отлично, все были довольны, в восторге. После этого точно так же я начала вот весь этот storytell, который я выложила после того дня, он потом сработал на меня же. Я выложила, что меня пригласили, что я отыграла, что всем понравилось. Дальше начали поступать другие заявки. А потом меня позвали играть на ВК-фесте. Для меня это было вообще отлет всего. Это очень мощно, да. Да. Но хочу сказать, что это было самое мое ужасное выступление. Почему? Это было прям для меня ударом. Потому что ВК-фест — это очень крутое мероприятие, масштабное событие, на котором аудитория, она не может быть четко на чем-то, сфокусирована, если ты не Валя Карнавал. Если ты там я не знаю, Димас Блок, если ты не какая-то знаменитость, которая супер популярна в ТикТоке. Потому что аудитория, сама понимаешь, она пока что такая. Я уверена, что они масштабируются, что они завоюют весь мир, потому что у них стратегия роста просто бешеная. Но на тот момент, когда вот я играла этим летом, все равно там больше было детей. И, естественно, детям на диджея вообще плевать. Логично. Это не фестиваль диджейский, где все приходят тебя слушать, где все кайфуют. Нет. И я ожидала, то есть у меня были ожидания бешеные, ВК-фест, я сейчас отыграю, потрясающе. А то, что я получила по факту, я так рыдала после этого. Потому что, когда я увидела почти пустую просто, нет людей. Просто, да, меня еще поставили в конец играть. И, я еще, не супер популярный какой-то там пипец какой блогер, на которого придет миллиард людей, чтобы его послушать. И для меня это был ударом. Я была к этому не готова, честно. Это подкосило очень сильно мою уверенность в себе. Я прям помню, как я вышла, я убежала оттуда, села вот так возле парка Горького и начала на парапете рыдать, потому что когда ты играешь и вообще никого нет, и я звонила тогда своему директору, другу, менеджеру, брату, я не знаю, вообще, у нас там все через тире идет, с которым мы работаем все эти года, говоря о том, что я говно, я больше ничем не буду заниматься в этой жизни, я ни на что не способна, я плохой блогер, я плохой диджей, и зачем я вообще пошла сюда, почему я вообще в себя так верю, у меня ничего не выйдет, мне нужно быть скромнее, мне нужно быть сдержаннее, мне нужно пойти вообще работать на обычную работу. С 6 до 8. Да, я была в раздрае, и он мне тогда сказал такую вещь, что ты просто еще не готова, и тебя жизнь готовит к чему-то очень крутому и масштабному, и для того, чтобы тебе до этого дойти, нужно пройти вот этот путь, и нужно вот так было обжечься, нужно было сыграть на такую аудиторию, на нулевую, и так расстроиться. Это подготовка к чему-то глобальному. Смотри, а может быть, тебя жизнь показала, окей, тебя никто не слушает, главное, чтобы ты просто кайфовала от этого процесса. Ты же пока играла, кайфовала? Нет. Я стрессовала. Господи, такой стресс был, это просто ужас. Но в любом случае это какой-то такой жизненный урок, который заставил тебя о чем-то задуматься, и ты через него прошла, так или иначе, и идёшь. Да, абсолютно. Всё окей, все хорошо. Это я не жалею. Я рада, что со мной это случилось. Это, опять же, мой опыт. Как онлайн-школа, как и это. Еще прикол был в том, что это было же вот-вот после того, как я завернула свою академию контента, так вот, как на компе есть крестик, а есть так вкладку свернуть, вот я свернула. И прикинь, этот провал, тот не провал. Вроде нашла себя, и да, тут бамс опять, вроде вообще непонятно. И для меня это было просто раздраем. И я после ВК-феста в этот же день улетела отдыхать. И все, и меня этот отпуск, конечно, вытащил из этого стресса, потому что я убрала телефон и не делала ничего, и не думала ни о чем. Но я, опять же, все это выложила. То есть я не сказала, что это было очень плохо. Я выложила и показала, что да, я играла. И это снова работало на меня. Меня снова пригласили поиграть. И на этот раз меня уже пригласили играть в другой город.
это была Рязань. И это был мой первый выездной город, то есть когда мне написал человек, хотим... У меня тогда еще не было никакого концертного менеджера, директора. Он мне написал, что хотим, чтобы ты поиграла в Рязани. Сколько у тебя сет стоит в директ? Я такая, сколько у меня сет стоит? У меня он что, платный? Да. Я думаю, господи, сколько сказать денег? А это, знаешь, тот момент, когда ты вообще не можешь себе установить цену. И я такая, 20 тысяч. Я просто сейчас вспоминаю, думаю, господи. Ну, ладно. Он такой... Типа, куда там платить, как переводить? Что так дешево, да? Да, но он вообще обалдел, но это правда очень дешево. И я на тот момент это не осознавала, но потому что это был мой первый опыт. Но хотя я считаю, что все норм. Ну, то есть я нигде не лоханулась прям сильно. То есть я иду свой путь, совершаю какие-то ошибки, но я все равно прохожу его правильно. Когда я там отыграла, я получила самое ценное, что я хотела услышать. Это обратную связь от арт-директора, который мне сказал, если бы это стоило 200 тысяч, я бы заплатил. Это потрясающе, Класс. это шикарно. И тут, знаешь, у меня произошел взрыв мозга. Я такая, так, мне нужен менеджер, мне нужен концертный директор, мне нужен человек, который будет этим заниматься. И мы долго думали, как это лучше сделать, но так как в основном на все эти мероприятия со мной ездит Саша, мой молодой человек, уже, господи, будущий муж, то я с ним поговорила, серьезно говорю, так, ты не хочешь заняться вот этим вот всем, потому что ты все равно со мной ездишь, а мне всегда нужен +1, который будет контролировать весь процесс. И все. И мы, короче, начали вместе эту движуху, я поставила его в шапку профиля, и дальше всем уже занимается он, то есть ценообразованием, переговорами, уточнением всех моментов, чтобы все было четенько. Я просто приезжаю, отыгрываю, мне платят, спасибо. Как круто, что семейный тандем вырос в партнерство. Это вообще... Уже второе, это получается. Первое было с онлайн-школой, вынесла нас обоих, и второе — это вот сейчас. И вот диджеинг, тьфу-тьфу-тьфу, так тихонько, органично, сам по себе растет. Я наслаждаюсь, знаешь, вот когда занимаешься любимым делом, ты расцветаешь. Я чувствую себя именно так, что все, я на своем месте. Каждая вечеринка, каждое мероприятие — это какой-то ивент, какой-то экшен, и мне так круто после этого. Я супер благодарна себе, что не побоялась пойти в это и не побоялась снова рискнуть. На самом деле очень классно и органически так выглядит, что ты в любом случае была всегда связана как-то с темой музыки. Это было вначале про танцы, и круто, что ты сейчас можешь переадаптировать свой блог идентично, музыка, танцы. Да. Вообще, то есть, Я ты вообще как что... видишь ближайшие, к примеру, 3 года? В какой вектор ты видишь свое развитие? Я тот человек, которому этот вопрос нельзя задавать, потому что если посмотреть на мой последний год, я открыла онлайн-школу, я занялась диджеингом, я закрыла онлайн-школу, я, короче, то, сё, 5-е, 10-е. Я человек-импульс, я живу только от желания. Я в целом руководствуюсь тем, что по жизни я берусь и общаюсь, и живу, и выбираю только все те вещи, к которым у меня есть страсть, желание, любовь. Здесь и сейчас. Да, вот. Я про это. Я, конечно же, очень хочу развиваться как диджей. Я хочу выходить на мировой уровень, я хочу становиться артистом, я хочу начать потом выпускать треки. Я хочу в эту сферу очень углубиться, улучшать свои навыки с каждым днем, ну, в общем, развиваться как диджей. Параллельно я хочу развиваться как блогер. Все еще продолжаю это делать, и, если честно, я считаю, что я стала нормальным блогером, ну вот прям таким, со смыслом глубоким, интересным только в этом году. Потому что все прошлые года я молодец, я классно вела блог, у меня был развлекательный контент. Это танцы. Это танцы, это тиктоки, это вот такие вот видео типа... коротенькие, это не ведение сторителлингов, не погружение людей в свою жизнь, какая-то супер международная аудитория, которая и тут как бы и там, но я то на английском, то на русском, то туда, то сюда. В общем, меня метало из стороны в сторону, и у меня как бы, да, блог рос, но в какой-то момент я почувствовала, что я переросла танцы. Вот все. Я не хочу танцевать. Вот меня не тянет. Мне нужно записать танцевальное видео. Вот для меня это просто вот тут. Всё, вот. в тягость стало, да? Все, не могу. Не могу снимать тиктоки, не могу снимать липсинги, не могу танцевать. Просто вот бум. И я поймала ступор. И что дальше?
Ну, то есть, а как? Я не ожидала, что я смогу вырасти. Ну, то есть, я не ожидала, что этот момент в моей жизни произойдет, когда мне не будет больше хотеться снимать танцевальные видео. У меня еще поменялись приоритеты. Я подписалась на других разных блогеров, которые клево ведут блог, чей стиль мне импонировал, у которых была лояльная аудитория. Я так это все прикинула, как это все делается. Такая, так вот, что мне нравится, я хочу сюда идти. И начала вести блог абсолютно по-другому. Классно было бы сильно улучшить все, что у меня есть. Плюс я рассчитываю, я не рассчитываю бросать свой блог, я планирую его развивать. Дальше у меня уже будет семья, у меня будет замужество, у меня будет много Саши в контенте, много меня, люди видят мой рост. Интересно наблюдать за человеком, который растет, не стоит на месте. Да. Поэтому надеюсь, что через 3 года у меня будет еще больше векторов, за которыми мои подписчики смогут смотреть, радоваться, наблюдать и проживать эту жизнь вместе со мной. И еще более лояльная аудитория, ее количество увеличится, и я буду себя чувствовать очень счастливым человеком, потому что я считаю, что блогерство, оно делает меня счастливой. То есть мне это все нравится. Это полноценная работа, от которой я также сильно устаю, но она также меня драйвит, заряжает и делает прям очень радостной. И ты говорила, что ты сейчас записываешь выпуски на YouTube-канал. Ты начинаешь его вести или он? Да, я прям на старте. У меня уже был порыв несколько лет назад со своей подругой. Мы решили записать влог, и все, на этом закончилось. Ни о чем. И тут я подумала, почему бы не сделать. Во-первых, я хочу записывать сеты, но в необычном формате, пока не буду говорить в каком, но, в общем, в классном. И, во-вторых, я хочу попробовать вести влоги. Но тут я на себя не вешаю большую ответственность. Как пойдет, так пойдет. Если будет классно, получится, значит, буду продолжать. Если не сильно зайдет, то тоже. Пока что я везу влог из Дубая, из Арабских Эмиратов и из Абу-Даби. Получается классно. Тут мне еще предложение сделали, вообще такой инфоповод, я не ожидала. Мне Саня чисто сценарий добавил, да, для моего влога. Посмотрим, как это зайдет аудитории. Сейчас же YouTube в целом тоже нужно вести. Да, все нужно вести абсолютно все. Это трэш вообще. Снапчат еще не завела? Нет. Он в Эмиратах хорошо пользуется спросом, имею в виду. Да, это вообще, мне кажется, международная аудитория. Я в России живу, что мне? Классно, международная аудитория, но сейчас со всем этим отношением... У меня есть мои преданные интернациональные фолловеры, они меня любят, спасибо. Новые, кто приходит, я вам рада, но целенаправленно бить в эту сторону... Пока что с Ютуба начну, а дальше будет видно. А что про кино расскажи? Как ты вообще туда попала? Мне пришло предложение сняться в короткометражном фильме про войну. Про войну Великую Отечественную. Я пришла на пробы на роль девочки Веры, которая была санитаркой на фронте, которая спасала мужчин. Там, на самом деле, глубокий смысл будет у этого фильма. Я надеюсь, что он скоро выйдет, потому что я прям жду. Он будет не длинным вообще, потому что это короткометражка, но классный. То есть у нас был полный спектр техники, который используется в кинематографе реальном. У меня даже был свой трейлер, то есть прям как у отдельной актрисы я была в этом трейлере, проводила там время, у нас были смены по 12-15 часов, несколько съемочных дней, у меня был прям грим, все, и помимо меня все были настоящими актерами. То есть я была единственной непрофессиональной актрисой на площадке, но тем не менее я надеюсь, что я справилась на ура. Очень хочу посмотреть как тебе результат. Вообще этот опыт? Очень круто. Честно, и мне очень нравится играть. Я очень люблю камеру. Мне нравится быть актрисой. И раньше я вообще думала о том, что хочу пойти в актерское и быть профессиональной актрисой. Опять же, никогда не говори никогда. Не знаю, как моя жизнь повернется. Опять же, через 3 года. Да? Посмотрим, поговорим с тобой. Но я тут недавно усвоила для себя одну вещь. Для меня крайне важно иметь счастливую семью, тотальное взаимопонимание с мужем, любимых деток, и чтобы у нас дома царила гармония, потому что мне сильно не хватало этого, так как у меня родители в разводе, и отношения с отцом, они такие прям, в общем, так себе, и я восполняю вообще всю свою жизнь, восполняю этими детскими моментами, которых мне не хватило. И будучи актрисой, я понимаю, что будут командировки в 2, в 3, в 4 месяца, когда вы просто уезжаете на съемки сериала, фильма в другой город. Без Саши
больше недели вообще не могу провести. Вот он уезжает. Кажется, даже... он снова будет кем-то работать там с тобой вместе. Только если так. Ну а дети когда появятся? Ну то есть я же не могу их Там таскать. команда целая, походу. Реально, их всех нужно будет туда Он запихнуть. их схантит. Да, и тут я подумала, что почему я еще так хочу быть блогером, потому что блог — это та самая работа, Свобода. которая, да, дает свободу и позволяет тебе не быть привязанным вообще ни к чему. Скажи мне еще, вот эта вся публичная жизнь, она как-то влияет на твою личную? Если у тебя в окружении какие-то завистники, что вообще вот происходит? Ведь все смотрят на тебя, все видят все, что у тебя есть там, закулисную твою жизнь. Конечно, влияет и на мою личную жизнь, любовную жизнь, и на личную мою жизнь как человека, и на общение с окружающими. Начнем с того, что я вообще не считаю себя каким-то супер публичным человеком и очень популярной. Ну, правда. Поэтому я не отношусь к этому как к какому-то своему трофею. И когда мне кто-то говорит, ты такая популярная, я говорю, да нет, ну, по факту. Я не очень популярная. Меня знают определенные люди, да, меня знают вот 916 на данный момент, ну, хорошо, больше, да. Ты совсем не популярна. 1000 человек по всему миру. Окей. Но по факту, если мы говорим про каких-то знаменитостей в нашей стране, то я вообще, ну, как бы не стою с ними прям вот на этом уровне популярности. Но тем не менее, даже вот это все, оно влияет. Во-первых, влияет на личную жизнь, потому что не каждый молодой человек может принимать такого рода деятельность своей девушки. И за это я очень благодарна Саше, потому что он никогда меня ни в чем не ограничивал, он всегда меня поддерживал, он никогда не выносил мне мозг на тему того, с кем ты снимаешься, где, почему там он тебя смотрит. Я, замуж выходила за Даву, когда мы были с Сашей в отношениях. На тот момент уже 2 года. И у меня была вот эта типа свадьба и отношения с очень известным блогером. Естественно, это все знали, это все видели. И он сказал типа, классно, это же супер. То есть он действительно такой человек, у которого нету... Во-первых, он во мне очень уверен, и у него нету вот этих вот, знаешь, комплексов внутренних, которые он на меня выплескивает, что типа ты не должна то, ты не должна это, потому что я мужик, и я скажу так. Нет, он мне дает абсолютную свободу, но при этом как бы будь со мной честна, люби меня и поддерживай меня, все. И у нас вот именно так строятся отношения. На личную жизнь это повлияло только так, что я первые года его первый год вообще о нем не говорила, его сначала это немножко парило. Потом была голова льва на фотографии. Ну, не совсем, но я просто не хотела это показывать. То есть у меня был блог, я не хотела, не хочу. Есть Всё. такая тема, что когда ты что-нибудь выкладываешь и говоришь о своих планах, а потом у тебя все срывается? Ну, по-разному бывает. Я не сильно суеверная, но если у меня что-то грядет грандиозное, я лучше промолчу и подержу это в себе, пока это не случится. Вот, потому что просто потом сама же больше расстраиваться буду, что еще об этом кто-то знал, и это не случилось, и я такая, так себе. На отношение ко мне, моих друзей, я просто уже настолько почистила круг общения, просто выдроила его, что у меня нету в круге общения каких-то завистников, надеюсь, нету людей, которые со мной типа из-за популярности, у меня круг общения очень маленький, узкий, и это как раз-таки те люди, которые меня мотивируют, которые меня тепло любят просто как человека, а не как блогера, которые в первую очередь обо мне вспоминают как о Лизе, а потом уже вспоминают, что, она еще и блогер, черт возьми, ну ладно, как бы, окей, реально есть у меня такие друзья, вот, я никогда с ноги не захожу никуда и не говорю: всем привет, у меня столько-то подписчиков. Я сначала просто знакомлюсь, и потом, когда кто-то узнает, я такая, ну да. Они говорят: а что ты нам не сказала? Я говорю: а зачем? Ну, это что это важно, поменяет? Да? А на мою жизнь как это влияет? Ну, наверное, только в положительном ключе. Мне это все очень нравится. Приятно встречать людей на улице, которые тебя узнают, которые говорят хорошие слова. Мир сейчас так устроен, что каждый бренд стоит за человеком. И очень здорово, что ты вначале вкладывала большое количество времени в себя, в свое развитие. Сейчас у тебя есть большая аудитория. Там, несмотря на то, как ты говоришь, что ты не популярная, ты достаточно популярная. И перед тобой действительно открываются все двери, тебя приглашают, уже тебя распознают. И уже твой бренд работает на тебя. Как вообще достичь этого уровня? Что нужно делать для того, чтобы твое лицо на тебя работало, а не ты вот закупала рекламу на 3000 рублей?
Да, ты знаешь, действительно, наверное, исправлю не то, что я не популярная, я не хайповый блогер, и я не человек, которого знают все, например, как ту же Валю, как Юлю Гаврилину, как Даню Милохину, короче, как вот эту гвардию. Про личный бренд я действительно над ним работала, его выстраивала, но это путь длиной в 5-6 лет, то есть все время моего ведения блога. Это собирается по кусочкам. Личный бренд — это все, начиная с твоего внешнего вида, заканчивая теми ценностями, которые ты транслируешь. И я специально старалась держаться достойно и нигде не продаться на какой-то бред, чтобы не подорвать свою репутацию. А это сложно, правда. Часто это очень сложно. Я отказывалась от очень больших контрактов в пользу своей репутации, для того, чтобы не подводить аудиторию, не разрушить вот этот свою репутацию, свой образ. Как к этому прийти? Ну, нужно иметь сильную выдержку и помнить, что это всегда регулярно повторяющиеся действия, шажочки изо дня в день, которые выстраивают твой образ у людей в глазах. Нужно в это вкладываться. Кстати, я почти все деньги, которые я зарабатываю, я вкладываю, опять же, в себя. Как бы это ни звучало сейчас очень популярно, там, все, что я зарабатываю, я вкладываю в себя. Нет, я имею в виду, что если я знаю, что это мне сделает лучше, это улучшит мое качество жизни, я на это никогда не жалею денег. Потому что это помогает мне быть сильнее, увереннее и расти, наверное, с более быстрой скоростью. Это тоже, наверное, часть личного бренда, который позволяет быть на том уровне, на котором я нахожусь. И я вижу огромные потенциалы и огромные перспективы того, куда я могу прийти и что мне для этого нужно делать. Вот. Но это не сделать за неделю, за 2, за 3, это годы работы, потому что личный бренд, он выстраивается долго. И все вот эти вот курсы по личному бренду, за которых ты за неделю выстроишь личный бренд, хрень полная, блин, это всегда игра в долгую. К этому нужно быть готовым. И вообще, в целом, мне кажется, история с хайпом, она дает какой-то взлет, но она также дает быстрый спад. То есть, если человек имеет привычку регулярности, привычку вот то, как ты говоришь, что ты в рамках 5 лет ты в своем образе, в своем амплуа, ты не растрачиваешь свое внимание на то, что может испортить тебе репутацию, потому что понимаешь, что это в долгую. И это как раз-таки тот самый фундамент, на котором ты уже в дальнейшем можешь делать абсолютно все, что угодно. Нежели чем хайп, когда у некоторых людей там даже выстреливают какие-то видео, а потом... Ну, ты знаешь, дальше что? Хайп — это классно всегда, но это всегда недолгосрочно. И самое важное — найти в себе силу и мозги, чтобы в момент хайпа как-то забазироваться. Да. И у меня был хайп в этой жизни с этим свадебным платьем. И у меня тогда было миллиард заказов, рекламодателей, очень много, деньги приходили, и заказчики, и рекламы, и у меня не было ни минут свободного времени. И мне все говорили: Лиза, тебе так сложно, наверное, то есть у тебя вообще нет времени. И я скажу одну вещь: очень легко работать, когда ты всем нужен, очень легко работать на хайпе, потому что ты для этого ничего не делаешь, ты просто поглощаешь все, что к тебе Если приходит. Если бы ты открыла свадебный магазин, ты бы продала бы все платья 100%. Да, я не додумалась. Сложнее всего работать, когда у тебя проходит эта волна. И вообще остаться. Почему у нас очень много блогеров испарилось? Просто где все эти личности, которые были очень известны год назад? Я не хочу переходить на личности, но мы все поняли. Да, где они все? Они же были так востребованы, у них там реклама стоила там по 500, по миллиону, ну то есть все, к ним не было не подойти, вот это мне всегда бесило, потому что мне часто отказывали, типа просили деньги за коллаборации, я такая думаю: чё, да откуда у тебя такая звезда вообще? Ну, типа, я же тебе предлагаю классную тему, почему ты такой зазвездившийся? Вот, где они сейчас? Просто их нет, потому что они не вывезли, они не справились. У них прошел хайп, они сдались, и все, они никому не нужны. И самое сложное, в момент, когда у тебя проходит эта волна хайпа, остаться на уровне и продолжать регулярно что-то делать, когда тебе сложно, когда тебе кажется, что никто тебя не смотрит, и ты вообще никому не нужен, и все, это неправда, это все вот у нас в голове. Нужно продолжать, потому что популярность, она всегда циклична. Вот ты взлетаешь, ты падаешь, у тебя стагнация, опять взлет, опять падение. У меня вот таких взлетов 2 было в жизни. Я каждый раз их проходила, второй более осознанно уже. И вот это каждый раз после взлета, вот эта вот ровная твоя дорога, она самая сложная. Но
взлет будет обязательно, если ты не будешь останавливаться. И нужно всегда, не боясь, идти вперед, несмотря на то, что говорят другие, несмотря на то, что думаешь ты. Если ты хочешь прийти к цели какой-то, ну просто нужно делать. Ну, в один день случится. А пока что нужно просто этот путь делать более приятным, как-то его украшать. И главное, чтобы он был ну, как бы не в моготу, а просто в удовольствие. И потому что все самые крутые вещи в моей жизни, они происходили от удовольствия. Вот когда я была прям в ресурсе, тогда все и происходило. Расскажи о самом таком сложном периоде твоего вообще вот этого пятилетнего... Наверное, это период после... Прям я на 400 тысяч подписчиках, когда у меня становился рост, первый самый мой, и как раз-таки началась эта стагнация. Просто в один момент все, мои видео перестали вируситься, а мой вот этот первый взлет, который мне казался был грандиозным, остановился, и началась стагнация длиной в 2 года. Да, 2 года у меня не менялось число подписчиков, я на тот момент еще была абсолютно другой. Вот это вот к тому, что ты говоришь, выкладывайте, как ты 2 года выкладывала. Да, я постоянно вела... стагнация, но ты все равно Очень это классно делала. вела блог. Очень классно вела блог. Красотка. Продолжая делать все то же самое, но ничего не было. В один момент... ну, как бы у меня всегда были рекламы, но когда, типа, резко количество денег уменьшилось, я такая, блин, отстой. Вообще прям полный, мне грустно. Не знаю вообще, стоит ли мне этим заниматься, не стоит. Ёппересоте. Господи, я ж тогда школу танцев открыла. Ты еще этим занималась? Да. Это, кстати, цикличность моей жизни. Я в тот момент на всем этом вайбе грустном вписалась в открытие школы танцев. Она сейчас называется 128 BPM. Есть Очень она, да, успешно существует в Москве, слава богу. Но это был просто ужасный период в моей жизни, потому что мы очень не сошлись с девочкой, с которой мы ее открывали. Там было много грязи во взаимоотношениях. Я не спелась с партнерами, и нас было 3, и я не умею работать с людьми, с которыми у нас не один взгляд на общие вещи, назовем это так. И это было болезненно, потому что я вложила деньги, я их потеряла по своей воле, я выбежала из этого бизнеса. Настолько мы, короче, не буду сейчас, в общем, давать плохое все, только позитивные вибрации. Короче, но настолько у нас все было плохо, что в один момент я приняла решение сказать, что все, я ухожу, и мне не нужно ничего, типа, ни деньги, ничего, просто... Типа, все, делайте все это сами, это твоя школа, это твоя страсть, пускай все так будет. Сейчас, насколько я понимаю, насколько я вижу в инстаграмах там блогеров других и своих друзей, это место супер популярно. Действительно, эта девочка пришла к тому, что она хотела, она жила просто этой идеей, и как бы дай бог, чтобы все было хорошо. У меня реально нету никаких, знаешь, вот этих вот, что я сижу, грызу ногти, думаю, черт, как так? Вот сейчас эта школа набирает популярность, а я вышла. Нет, это просто настолько, ну вот не мой человек, твоё, и настолько да. у нас разный вайб, что я очень рада, что мы разошлись. Вот я бы ни за что больше мы бы не начали работать. Я очень рада, что ты просто, на самом деле, сейчас находишься на том месте, где ты находишься, на своем, занимаешься тем, что тебе нравится. Это самое важное, действительно, потому что многие люди, возможно, смотрящие этот выпуск, они не на своем месте, и такие, как к этому прийти? Давай, у нас выпуск подходит к концу. Как к этому прийти? Что ты скажешь нашим зрителям? Просто разрешите себе идти на поводу своих желаний. Вот. Разрешите себе честно ответить на вопрос, кто вы. И если вы делаете свое дело, если вы работаете по специальности, подумайте, вот приходя на работу, делали бы вы эту же работу бесплатно какое-то время? Если у вас ответ «да», значит, вы на своем месте. Если у вас ответ точно «нет», и у вас аж дергается глаз от этой мысли, то значит, все, вам нужно что-то менять, потому что деньги — это всегда второстепенно должно быть. В первую очередь должно идти ваше состояние и удовольствие, потому что жизнь, она короткая, и как бы когда ты будешь лежать в гробу, всем будет насрать, сколько у тебя денег на карте. И тебе в первую очередь. Да, все мы как бы будем там, и нужно эту жизнь проживать ярко и не тратить свое время на то, что тебе навязывает общество. Вот.
Согласна. Спасибо, Лиз, большое за этот выпуск, за такие напутствия. Спасибо Рада была тебе. встрече. Я тоже очень была рада поболтать с тобой. Спасибо, что позвала. Надеюсь, что выпуск получится интересным, и всем будет классно его смотреть. Ссылочки, надеюсь, на кино и твой YouTube-канал я оставлю под... Ну, на кино не уверена, но тут надеюсь, что тоже. Все.